сегодня. И хотела бы объявить собственно тему, которую мы собрались все обсудить. Она посвящена новым галерейным моделям и тем изменениям, которые претерпевают привычный традиционный галерейный формат на протяжении последних лет. И я думаю, что нам еще сегодня удастся поговорить о том, как он будет меняться в будущем и дать некоторый такой форсайт, возможно, от сегодняшних участников о том, как будут выглядеть галереи будущего. Для начала я хотела бы представить участников нашего сегодняшнего, назовем это круглым столом, хотя мы сидим не совсем так. Это Барбара Сейлер, основательница Барбара Сейлер Gallery в Цюрихе. Это Валерия Роднянская, основательница Шалтай Editions Московской галереи, соответственно. Ольга Темникова, основательница Темникова Кассела Gallery в Таллине. И Анастасия Корнеева и Екатерина Винокурова, соосновательницы Smart Art. Как правильно назвать ваш проект? Ну, я понимаю, это ведь не галерея. Это консалтинговая компания. Консалтинговая компания. И, собственно, из самого окончания части, где я представляла участников, я думаю, что уже становится понятно о том, что прямо сейчас возникают некие пограничные формы, которые соединяют черты привычной галереи с своим пространством, прописанным на год вперед планом выставок и участием в международных ярмарках и так далее. И некие новые гибридные формы, скажем так, где соединяются черты выставочной, коммерческой и, я бы сказала, такой консалтинговой и просветительской, и еще много разных аспектов деятельности. И это действительно важная такая тенденция последних лет, что наряду с тем, как галереи-гиганты, типа галереи Ларри Гукасяна или Pace Gallery, продолжают свою экспансию по миру и открывают все новые и новые филиалы, собственно, те галеристы, которые составляют абсолютное большинство мирового арт-рынка, находятся в постоянном поиске новых вариантов ведения своей деятельности, которые, с одной стороны, предполагают, будем называть вещи своими именами, сокращение излишек, издержек на ведение этой деятельности, а с другой стороны, ищут новые варианты привлечения аудитории, в том числе потенциальных клиентов в этот свой пул. Наверное, первый человек, кого я хотела попросить немножко рассказать о своем видении этой ситуации, потому что Барбара Сейлер мне любезно предоставила немножко заранее возможность прочитать такую небольшую статью о том, как она видит эти изменения, происходящие в галерейной сфере. Это было очень любопытное для меня чтение, но мне хотелось, чтобы это оставалось эксклюзивным знанием для меня. И я хотела бы вас попросить поделиться им с нашей сегодняшней аудиторией, если можно. Thank you. I've been running our gallery in Zurich for 10 years, and during that time the art market has changed dramatically in the way that the role of the gallerist has changed a lot. For decades, the gallerist has been some kind of a gatekeeper. So somebody who was interested in the art didn't have a role like an artist or a curator or a gallerist, only had a chance to become a participant in the art market by kind of buying him or herself into it, by visiting the gallery for some time, going to vernissage, buying a small work, maybe a larger one, then they were invited for the dinner, eventually they got called bigger work, they were invited to an art fair, and over time they were building a relationship with the galleries and kind of developed into a participant of the art market. Now, for the last
18, 19 years with digitalization, this has changed. The role of the galleries as a gatekeeper has changed in the way that people have access by social media, internet. They can get information, but also they can access art directly through social media and internet, and they don't really need the gatekeeper anymore. So what does that mean for the gallerist's role? And we mentioned that in the introduction, that there is this divide. The big galleries are becoming mega galleries, and also the business that they're doing is more secondary market. A lot is happening in the auctions. Estates are becoming really important, but at the same time, the role of young galleries and program galleries is extremely important, because they have some kind of a venture capitalist role. As I see it, they scout young artists. I go to art academies. I'm also teaching at an art academy in Zurich, and I see artists or potential artists at a very early stage. And then we scout them. If we decide to start a relationship with the artist, we act as their agent, we build the artist up, we build a network, we connect them with museums, collections, etc. So the role of young galleries and program galleries is still very important. But the role in the sense has changed completely. And so I've been thinking about this change a lot, and actually came to the conclusion that the role of the galleries today means the gallery has to be a platform. And I'm a big fan of Amazon for the last 20 years. And I think Amazon, the company, is always a bit ahead of the time. They're anticipating trends. And so in a time where people started to go into the internet or getting to know that new thing, Amazon was selling books online. And slowly society has gone on the internet. But meanwhile, Amazon has already made the next step. They've become physical again. They bought bookshops in the United States, physical bookshops. They bought Whole Foods, which they didn't buy for the distribution network because they already had that. They bought it as a platform. When my friends in the United States, they go maybe for one yogurt or some apples, they go to Whole Foods, not because they need the apples, they go to meet other people. And the way the shops are done, the shelves are much lower than traditional American supermarket. So you have this word factor. You meet people who are like you, like urban, organic, oriented people. So this is providing a platform where like-minded people can meet. And at the same time, providing a platform where people can meet at all, because we're social beings, is where what I call the Amazon model. And I think you can transfer that to galleries. And that was kind of the initial start for the new gallery model that we were creating in Zurich, gallery as a platform and no longer as a gatekeeper. Если я правильно понимаю, то речь идет, можно назвать это превращением галереи в такой клуб, на самом деле, в таком старом английском, я бы сказала, понимании этого слова, некая платформа действительно для встречи единомышленников. Так ли это? A club as an open club. I think that's the big difference. The way I see British clubs, it was a very close thing. You had to be invited to be part, and that's very much how I see the gallery world in the past. It was something kind of elitarian. It was only for a small group of people. And I believe art, and also the way art is accessible through digitalization, galleries have to provide us a platform. So it's more like a Whole Foods than a British club. То есть более демократичная форма. Yes, exactly.
And I think that's the big change that digitalization brought to the art market, the democratization of art. Вы упомянули о этом процессе дигитализации вообще нашей жизни, в том числе сферы, связанные с искусством. И мы в нашем издании Dark Newspaper Russia, я прошу прощения, я представила всех, не представилась сама, меня зовут Анна Савицкая, я редактор раздела «Арт-рынок» газеты Dark Newspaper Russia, российской версии большой сети изданий об искусстве. И у нас действительно прям есть такая серия публикаций, связанная с тем, как вот эти аспекты дигитализации отражаются на музейной сфере, сфере арт-рынка и так далее. И, конечно, первый такой самый прямой вопрос, который в этой стиле хочется задать тем, кто занимается продажей искусства, это вопрос о том, насколько активны вот эти онлайн-продажи в вашем случае. Я попросила бы, наверное, немножко рассказать об этом каждый из участниц. Раз мы начали расспрашивать Барбару, то тоже начнем с нее и пойдем дальше. It's a combination, and sometimes it's difficult to track it down because we're very active on Instagram. That works extremely well for us. I'm told I should be more on Facebook, and I'm not. I don't have the time. That at least in Switzerland, a lot of the curators are more on Facebook, and our collectors are more on Instagram. And so sometimes when we sell a work, they probably have seen it on Instagram first. I also do a lot of stories, that helps as well. And it's also great things I can track who saw it and I can react to it. But then in the end, when we close a sale, often it's difficult to track it down where was the first contact. And that's where I see this combination so crucial, the physical platform and the digital tools. We have to do both. То есть совсем как Amazon пока не работает. Yes. I think it will never be totally digital as Amazon is not totally digital, but the problem that I see that we face in our industry is that we don't have the Amazon who provides the digital marketplace. And I'm hoping and waiting for that moment where we have an online infrastructure like Amazon and can use it to close the sales. Because an example, I have when people visit the gallery, now they go back to the airport, they're waiting on the terminal or at the gate, and that's the moment where the show is still in their head, and now at the moment they can send me an email or they can contact me on Instagram or any of those channels, but they cannot buy directly. And that would be my ideal scenario, that somebody waiting at the gate goes on the Amazon for art and can close the deal, buy a work that they saw in the gallery, but it doesn't necessarily have to go through me, but it can happen online. So that's the future ideal scenario. Да, мне тоже кажется, что это скорее пока наше будущее. А что касается настоящего, хотела спросить тоже Валерию, насколько интернет вообще активно помогает вам в вашей деятельности, как его используете? Ну, мы, конечно, тоже используем социальные сети, у нас есть Инстаграм и Фейсбук, но я не могу похвастаться тем, что они как-то очень активно продают, но они качественно информируют, что само по себе тоже хорошее дело, полезное. У нас есть прекрасный опыт, который мы восприняли как какое-то чудо. Он, опять же, в абсолютных цифрах не очень впечатляющий, но сам кейс знаменательный. 2 года назад у нас был проект «Сталс Макачевой», здесь же у вас в Москве, мы его представляли. И вскоре после этого у нас был проект «Выставка в Гонконге». Тем временем мы на международной платформе, которая оповещает всех, будем ее рекламировать, она прекрасна, мы забыли назвать, если позволяет формат. Мы как бы вмешиваем свою, у нас есть онлайн-версия нашей галереи на международной онлайн-платформе. И представьте себе наше удивление, когда вдруг на
нам бездомно. После того, как Таустон провела свой проект, пошли заказы на ее объекты. Это было удивительно, но это сработало. То есть в данном случае я, как бы, получается, рекламирую платформу международную, но в целом я считаю, что за этим без сомнения будущее. Это еще не сегодняшняя реальность, это не то, что на чем можно сделать там, бизнес, играть на профит, но это живет, как-то дышит. В нашем случае это даже оказалось интереснее, чем наш Инстаграм и Фейсбук, которые ориентированы на русскоязычную аудиторию. Что касается вообще вот этой цифровизации, мне кажется, интересно поболтать о том, что сам контент может стать цифровым. Вот не просто изображение, мы говорим сейчас о средствах коммуникации, но есть такая платформа, которая тоже меня завораживает совершенно, она называется Sedition. Если учесть, что мой проект называется Шалтай Edition, и тоже S, то кажется, что мы даже немножко родственники. Мы совсем не родственники, но они просто молодцы, мне дико интересно, как это работает ли. Потому что они продают имиджи, как iTunes продает нам музыку. Говорят, вы живете, вы знакомитесь в онлайне, говорит они аудитории, слушайте музыку из онлайна. Почему бы вам не покупать изображение из онлайна? Вот мы продаем цифровое изображение Трейси Эмин, Вима Вендерс, большие имена. Причем вы можете купить себе, и дальше вы можете его поставить, зарядить на свой планшет, на свой большой экран, свой iPhone, сделать коллекцию, любоваться ею, когда хотите. Можете купить бессрочно, можете купить на месяц. Ваше тоже произведение искусства, которое вы коллекционируете, но в цифровом виде. Как фотобаза работает. Как фотобаза, да, за деньги. Стоит недорого, но стоит. Как iTunes. Вы тоже покупаете любимую мелодию недорого. И потом, в принципе, ее слушаете иногда годами. Точно так же изображение можно покупать. Но это уже какое-то будущее более отдаленное. Мне кажется, что это неизбежно порождает такой классический спор между теми, кто издает только бумажные книги и не открывает электронные, и наоборот, как бы перешли полностью на электронные. Мне кажется, что здесь всегда есть какая-то золотая середина, и надо понимать, что так как театр выжил после появления киноиндустрии, точно так же и бумажная книга, как следствие, как искусство, как физический объект, продолжит свое существование, но наряду действительно с этими цифровыми произведениями искусства это новая реальность, в которую мы постепенно двигаемся. Очень интересно сказали, возвращаясь назад, приводя пример Стауса Махачева, о том, что пошли заказы из Гонконга, и что там вы почувствовали на международной платформе больше отклик, чем там, условно говоря, с Инстаграма. В этой связи у меня будет, наверное, вопрос к Ольге, как представительнице еще одной нероссийского арт-рынка, рассказать, как для вас устроено пребывание в онлайн-пространстве. Здравствуйте. Онлайн, да, очень сложный момент для меня, потому что онлайн как будто бы девальвирует изображение в каком-то плане. И я должна сказать, что я много занимаюсь ресерчем, поскольку я много путешествую, но все равно я не все время на артерии информации, то я все-таки чувствую, что онлайн ты не можешь сделать полноценный ресерч. И как бы, если я сделала студию язык, я знаю точно, что теперь я, по-моему, примерно начинаю понимать, что происходит. Поэтому это такое вот, мне кажется, что интернет это можно приравнять к пиарной, к коллапс контенту, да, про который сейчас вышла как раз статья Элизабет Ди. И для нас, безусловно, онлайн-продажи это, я думаю, удел или каких-то мега-имен, да, то есть когда имя художника это хайп, ты можешь продавать онлайн. У нас есть тоже таких активные очень позиции, но в то же время у этого есть сейчас обратная сторона, и может быть банк права, что хотелось бы закрыть сделку онлайн, если ты это делаешь, потому что по-прежнему действует это правило, что в интернете никто не знает, что ты собака. Да? То есть, например, у меня есть такая обалденная работа художника, вдруг китайский коллекционер мне пишет, я проверяю его CV, смотрю, что да, это из хорошей семьи, там вот его папа коллекционирует, есть музей, и я резервирую работу с большой выставки, к этой работе большой интерес, и потом я понимаю, что
уже 6 месяцев, и мы по-прежнему переписываемся, и как бы и потом он берет и отказывается, и у меня, я должна, понимаете, да, то есть это очень неперсональное пространство, и несмотря на то, что наша галерея, я по-прежнему считаю, молодая, я чувствую, что для меня это как-то слишком современно и как-то ненадежно, и я вот предпочитаю все-таки с людьми встречаться, и поэтому мы, к сожалению, должны делать. Ну или к счастью, на самом деле я люблю ярмарку, потому что они позволяют мне быть в Эстонии. Эстония — это место, где очень комфортно жить, очень комфортно восстанавливаться, оттуда очень, в принципе, удобно вылетать, возвращаться. Поэтому, да, конечно, интернет, безусловно, важная часть вообще присутствия на мировой сцене наряду с ярмарками и наличием собственного пространства. Обрисовался человек, который, наверное, скорее стоит на позиции более традиционного галерейного формата. Я права, нет? Мне кажется, что он вам как-то симпатичен, нравится, и вам, в общем-то, очень комфортно. Ну, наверное, из всех тех, кто в этой панели присутствует, это так, но я должна сказать, что это роскошь, потому что просто такая произошла комбинация определенных факторов. То есть, во-первых, то, что в Эстонии очень низкая арендная плата, очень хорошее образование, и у нас есть господдержка. То есть, если бы я, например, была из страны, в которую, допустим, удобно приехать, и, допустим, дешевая аренда, и, допустим, есть образование, но государство не поддерживает, была бы совсем другая история. То есть, например, государство у нас достаточно такое проинформированное, то есть есть хорошие адвайзеры, правительства, которые объясняют, что вот это очень важно для рынка, для здоровья нашей культуры, что есть такая галерея, которая... Я не могу сказать, что мне оплачивают все мои поездки и себя, это далеко не так, далеко не так. Но тот факт, что меня ценят, знают, это очень сильно помогает. То есть я не знаю, здесь, как, можно ли назвать это консервативным, потому что схема такого прозрачного, небюрократичного, в принципе, электронного государства, это достаточно новая тема. Ну, это правильно, то, что я упомянула в самом начале, что на самом деле путь поиска новых моделей — это еще и как бы поиска более, ну, скажем так, дешевых схем ведения бизнеса, потому что мы не можем никуда уйти от этой темы. И там, где, например, если есть господдержка, например, в Эстонии, тогда проблема стоит, наверное, немножко менее остро, чем у нас в стране, где мы это говорим почти каждый раз, когда заходит разговор о расизме, от рынке, к величайшему сожалению, этой поддержки, как бы вообще любой галерейной деятельности не существует. Поэтому, наверное, у нас наиболее остро стоит проблема поиска вот этой новой формы выживания галерей. И в этом смысле, наверное, хотела бы спросить и Екатерину, и Анастасию, собственно, почему была выбрана вами, когда вы создали этот совместный проект. И я знаю, что вы обе имеете, на самом деле, большой опыт и большой бэкграунд в этой сфере. Вот был выбран формат Smart Art, буквально как бы такой умный проект, который... Нам стоит пару слов сказать именно о самом формате. Мне кажется, когда мы с Настей 3 года назад основали нашу компанию, для нас достаточно быстро стало понятно, с кем пулом художников, с которым мы хотели работать на тот момент. И это мы решили достаточно быстро. А вот эта платформа, в рамках которой мы будем взаимодействовать с художниками и с нашими коллекционерами, мы как бы думали над этим несколько месяцев. И для нас были важны два момента. У нас, с одной стороны, был уже достаточно большой пул коллекционеров, с которыми мы общались с нашей предыдущей деятельностью Кристис. Мы хотели дать им возможность тоже развиваться и показывать им тех художников, которых хотели показать, и также давать возможность художникам показать себя во всей красе и давать им возможность делать полноценные проекты. Поэтому мы решили не открывать галерейное пространство, а работать на пупах проектов.
То есть к нам приходил художник, он презентовал какую-то идею, и мы совместными силами уже искали под него пространство, куратора и все остальные составляющие, которые входят в такой крупный, полноценный выставочный проект. И для нас, в принципе, то есть это было самым важным, потому что мы хотели, чтобы это высказывание было полноценным. Ну, тут еще я добавлю, есть вообще очень много факторов, по которым мы сделали именно то, что мы сделали. И вот есть то, что сейчас рассказала Барбара, и то, что рассказала Ольга, есть такие моменты, есть страновые риски, да, в бизнесе, а у нас в нашей области, наверное, есть такие страновые особенности. И особенности нашей страны, Валерия тоже, наверное, может на эту тему долго рассуждать, они совершенно четкие, ярко выраженные. Мы очень молодой рынок, очень пока не очень пока развитый, и нам нужно было начинать с чего-то такого, что найдет отклик в нашей аудитории, и то, что будет и понятно, и интересно, и в какой-то степени развлекательно, как бы это ужасно не звучало. И поэтому есть такие моменты, когда просто открыть галерею и функционировать так, как галереи функционируют уже очень много лет на Западе и в Азии, как галереи, такого быть не могло просто здесь. То есть, возможно, в этот момент, в тот исторический момент, в котором мы находимся сейчас, это уже какая-то история, которая имеет место быть и может существовать, но такой поддержки коллекционеров, государства, заинтересованных людей, не знаю, дешевой аренды, у нас этого всего нет. Мы все это делаем сами на чистом энтузиазме какой-то не очень большой группы людей. Поэтому формат нашей компании был такой стартовый такой. То есть не исключено, что мы будем развиваться в каком-то направлении, в зависимости от того, как развивается наш рынок. Ну вот, на самом деле, Ирина описала некоторые достоинства этого формата, и понятно, что это действительно такая очень персонализированная, точечная работа с каждым конкретным художником над конкретным проектом. Какие есть минусы для вас? Вы все-таки какое-то время так работали, видите ли вы какие-то, что вам чего-то не хватает за счет того, что вы, например, вот не галереи? Или только плюсы? Пока, я не знаю, для себя я особо плюсов не вижу. Мне просто очень интересно работать над разными проектами, то есть у нас постоянно что-то происходит. И когда мы начинали, мы не думали, например, что у нас будет такое количество музейных выставок. Мы сделали первый проект в Ударнике, и как-то вот за несколько лет у нас получается, что, в принципе, мы делаем практически только музейные проекты. То есть отклик был от всех очень положительный, и нас поддерживают функционально тоже. Поэтому на данный момент мы будем продолжать, наверное, работать именно в том формате, как предыдущие годы, но я думаю, что на каком-то этапе мы тоже будем рассматривать этот формат и будем смотреть, что мы можем изменить в нем, чтобы двигаться дальше. Да, мы изначально не были галереей, мы даже не галерея без пространства, мы вообще не галерея. И мы изначально позиционировались как консультанты, и в том числе мы очень рады приводить наших коллекционеров и наших клиентов в другие галереи, что мы делаем периодически, если есть такой интерес и запрос. И мы радуемся только тому, что люди заинтересованы в покупке искусства в глобальном масштабе, неважно, у нас или у кого-то другого. Поэтому мы даже и не хотим, наверное, быть галереей, чтобы не ставить себя в более узкие рамки. То есть мы хотим сделать вот так, мы делаем вот так. Мы хотим сделать по-другому, мы делаем по-другому. Мы хотим продавать выставку, мы продаем выставку. То есть у нас больше, так скажем, спектр открытых действий, которые мы можем выполнять. Ну, может быть, меня поправит кто-то из других участников. Мне, честно говоря, кажется, что фактически каждый галерист выступает еще одновременно и как консультант, и по отношению к своим постоянным клиентам, в том числе консультирует их, и часто в отношении способствует, возможно, приобретению работ, в том числе и у своих коллег. Здесь вряд ли есть, так, в моем понимании, может быть, там, да, какой-то западной системе это иначе, вряд ли есть такое серьезное разграничение, и галерист не является консультантом. Ну,
принципе, да, но это зависит от того, насколько галерея станет, насколько галерея, как галерист распределяет свои силы, то есть насколько ты hands-on со своими художниками, то есть мы работаем с нашими художниками от их бухгалтерии, да, то есть постоянно смотрим одинаковую карьеру художника, на что бухгалтерия, книги, личная жизнь, поиски студии, реставрация и так далее. То есть, если ты, например, делаешь что-то на этом, что ты ходишь, лечь и следишь, что все-таки research занимает тоже очень много времени. Безусловно, галеристы лучшие мультитаскеры, не знаю, как по-русски. Очень уровневые эксперты, и мы видим очень много искусства. Здесь все сколько так много разных сфер, даже внутри как бы галерейского формата. Да, у галериста гораздо больше задач на самом деле. Не потому что мы молодцы, а потому что это намного более сложная работа. Поэтому мы не понимаем, что это требует определенной ответственности, обязательств перед художниками и так далее. Мне кажется, что на нашем рынке образовательная деятельность очень важна, потому что вся галерейная система достаточно молодая, и для нас важно растить новых коллекционеров. И поэтому мы пытаемся поддерживать их различными путями, то есть мы вводим наших коллекционеров в различные выставки, опять же, как Настя сказала, другие галереи, помогаем там ходить по Москву и так далее. То есть к нам обращаются, если нам доверяют, и обращаются к нам за советами, то есть в различных аспектах. То есть какую выставку сходить, какую работу купить, а может быть не купить, а если мы едем на фриз, какие галереи зайти, то есть это вот так. Ну, да, наверное, можно сказать, если так совсем грубо это формулировать, что консультант прежде всего место коллекционера, а у галериста есть огромное обязательство перед художником, конечно. И как раз Валерия сейчас кивает, я хотела ей предоставить слово, потому что я знаю, что у вас тоже Шалтай Editions нестандартный, можно сказать, галерейный формат, отказались, насколько я понимаю, от такого постоянного пространства. Вот как действуете вы, как устроена ваша работа? Ну, в нашем проекте тоже очень нам близко слово «платформа», которое использовала Павел в начале, но мы его понимаем несколько по-другому, потому что мы даем возможность художникам попробовать продакшн в других техниках. Техниках, которые они не пробовали, техниках, которые, может быть, как-то пробовали только в юности. Поэтому для нас очень важен процесс. У нас все художники работают над созданием эдишенов, потому что у нас галерея эдишенов. Вот. И мы снимаем, как они работают на ними, у нас есть документация. То есть это очень важная часть нашего проекта. Это вот именно сам процесс креативного создания вот этого продукта. Мы действительно отказались от галерейного пространства со всеми его традиционными обязательствами. Но у нас есть пространство, которое просто шоурум, скажем так, некое пространство, где мы там обитаем, где можно зайти, посмотреть, что у нас есть, но там не проходят вернисажи и выставки. У нас, конечно же, тоже мы не оказываем никаких консультативных услуг. Мы производим тиражный, креативный арт-контент с ведущими художниками. И в этом процессе, в этом пути этого жизни нашего проекта, я поняла, насколько позитивная энергия у любого процесса создания, когда художник свободен, и когда ему предоставляют все технические какие-то возможности, которые ему интересны. Когда вдруг говорит, это интересно, я этого не делаю, попробую. И вот тоже включается экспериментатор, включается художник с большой буквы. И даже если это тиражное произведение, а мы действительно о том, что тиражное может быть подлинным, по-настоящему интересным и уникальным, потому что оно создано специально для нас в этом limited edition, в этом ограниченном тираже, что это все равно подлинное искусство. Вот это наша концепция. А насколько важную роль в этом играет участие в ярмарках? И насколько активно вы участвуете?
Ну, мы участвуем регулярно в Космоскоу. Мы только собираемся, только подбираемся к тому, чтобы участвовать в профессиональных ярмарках и дешевых за рубежом. То есть я к этому сейчас присматриваюсь. Мне не хватало смелости туда пытаться ворваться еще год назад. Но вот я думаю, что вскоре мы перейдем к этому этапу, потому что есть площадки в Нью-Йорке, в Лондоне достаточно активные, где продают бумагу. Я тоже, с одной стороны, я была апологетом цифровых медиа в прошлом выступлении, а на самом деле мы любим бумагу, верим в тепло и подлинность этого материала, и, в общем, да, и делаем, и дышим на бумаге. И для этого аудитория, которая любит, есть отдельная совершенно группа и галереи, и это как бы отдельный рынок на самом деле. И аукционы отдельные дешевые проходят. И вот недалече 12 сентября был аукцион в Лондоне Philips, на котором я очень горжусь, представлен наш продукт прошлого года, который мы здесь тоже показывали, Панканате 2018. И вот представьте себе, из 250 лотов, единственный лот с русским следом – это наша папа. То есть там вообще не привыкли к русскому продукту, он там вообще не появляется. И, конечно, нам очень интересно, как это пройдет вообще-то. Тоже эксперимент. Но так или иначе, это отдельный рынок, и как бы такой под субрынок. Он в общем большом глобальном гигантском открытке существует и живет по своим правилам. Кстати, тут тоже неизбежно затрагиваем еще одну очень интересную тему. Это галеристы и аукционные дома. Собственно, взаимодействие галереи и аукционных домов, что есть представление о том, что это как бы два противоборствующих даже в какой-то степени лагеря на рынке искусства, действительно совершенно разные как бы принципы продажи произведений искусства, но при этом они друг без друга невозможны. И здесь, наверное, если говорить о том случае, как вы описали, вы скорее выступаете продюсерами буквально некого продукта, который дальше выставляется на аукцион. Хотела спросить остальных участниц, в каком качестве они выступают на... Можно я добавлю? Который здесь на аукцион, который как бы должен жить дальше. Этот продукт сам самостоятельно не будет жить. Его надо дальше продвигать и продюсировать. И, конечно же, я понимаю, что серьезная галерея вряд ли будет сотрудничать с аукционом, который работает в традиционных рамках. А для нас мы все-таки вот платформа. В каком-то смысле мы экспериментальная платформа. Поэтому вот этот эксперимент тоже, в общем, среди наших инструментов. Все-таки возвращаясь к этому вопросу, вот, начиная с Барбары, как вообще галерист связан, в какой степени сталкивается с аукционами, в каком качестве, возможно, принимает в них участие? I have a personal relation to an auction house, or used to have actually. My cousin was running the Sotheby's office in Zurich before he was with Philips and before with Christie, so he's been with all of them. So, but that's a relational or personal relation. But I think from that aspect, that I'm married to an artist, I really see the entire value chain, if you want to call it like that, of the art market. And I see the needs of each group. And that's where I see my role as a gallerist and as a platform. That on the platform of the gallery, these different needs and functions can exist. And we started 2.5 or 3 years ago, we launched an art club on the gallery platform. And that's where, in a way, we collaborate with auction houses in the way that I realized through my personal network from my university, there are a lot of people who are interested in art, but they feel kind of compelled by this very closed society that we are, very beautiful people selling beautiful objects, and they speak a very strange language, a art language. So there is interest of a lot of people, but the access into that art world is difficult. So we launched an art club with the idea to
bring people into the art market. We say we give the key to the art world. And we organize events, we go to artist studios, we go to galleries, and we always look behind the scenes. And in that context, we go to auction houses and we talk about their role and what function they have in the value chain. Наверное, можно определить таким образом, что вы выступаете такими проводниками вообще в мир искусства, показывая его самые разные грани, аспекты. Наверное, как-то так. Yes, because these are people who are maybe very successful in another business industry. They've achieved quite a few things in their life already. Now they have a little bit of more time in their life, and that opens up a new interest, and we want to show them how this all connects with each other. So for example, when we go to art fairs, and we don't talk about the specific artwork, we talk to the gallerist, and the gallerist tells us why he or she brought that specific artist, because maybe the artist has this at Bayamo, or has an important Muslim show coming up, and our art club members can ask all the questions they always wanted to ask, which they might feel intimidated going to an art fair by themselves, but in the group of the art club, they can really ask any question. And interestingly enough, not just for the galleries, but also the artists or the music auction house, because they come from a different industry, they look at the art market in a different way, and they ask questions that trigger certain processes or thinking in people, in the protagonists that we're meeting. Вот то, что сейчас описала Барбара, наверное, может как раз подтвердить мой тезис о том, что очень часто галерист становится еще и арт-консультантом или таким персональным арт-гидом. И действительно, это то, что Ольга правильно назвала мультитаск, многостаночник, который совмещает вместе много разных ролей. Ну, возвращаясь к моему предыдущему вопросу, хотелось бы еще Ольгу спросить о том, как она видит взаимодействие галереи и аукционного дома. Мне кажется, это тоже немножко меняется, это тоже часть как бы вот такой новой галереи модели, которая формируется. Ну да. Да, аукцион, я думаю, это очень хороший инструмент, если ты умеешь им пользоваться со стороны продаж, со стороны покупок. Безусловно, аукционы в основном я вижу как хороший способ привлечь внимание новой публики к твоим художникам. То есть аукционы хорошо занимаются своим промоушеном, поэтому создают хороший фон. Я не знаю, безусловно, они привлекают много таких случайных людей, много таких каких-то не слишком глубоких связей возникает на этом фоне, но почему бы нет, начало чего-то. Я за, из моих художников на данный момент, если говорить конкретно, например, наш core, только один из моих художников был когда-то проданный, я никогда непосредственно, я больше покупала, чем продавала на данный момент. Да, это захватывающий. Мы все занимаемся, в принципе, интертейментом, как интернет, как галереи, как ярмарки, как аукционы, так что да, я за. Ну, то есть вы скорее покупатель на аукционе, если вы сталкиваетесь с этим. Так есть, то есть я помогаю своим друзьям, сама понимаю, что это просто крутая. Но это вот странный такой конфликт, для кого, наверное, себе, что на аукционе, если ты правильно, приходишь в правильное место, можешь получить гораздо дешевле, чем в галерее. Если мы говорим о мега галерее, да, или о крупной галерее. Если мы говорим о... То есть коллекционирование бывает очень разное, все преследуют очень разные цели. Для меня все-таки главная целевая группа — это такие думающие коллекционеры информации начала прошлого века, которые не пытаются перепродать работу через 2 года, а скорее хотят поддержать художника, его стиль, о чем будет
говорят сегодня, это такой более романтический подход, душевный, высоких чакр, скажем так. Но мне нравится здесь антураж. Очень похоже на ощущение вип-лаунжа аэропорта сегодня. Спасибо. Можем добавить. У нас очень большой, кстати, опыт работы в аукционном доме Кристис. У каждой почти по 10 лет. Предыдущее наше место работы. Вот, ну, в принципе, можем сказать, что это абсолютно нормальное развитие арт-бизнеса. Это вторичный рынок, галереи это первичный. Они пересекаются только тогда, когда художник выходит на тот уровень, чтобы выйти на вторичный рынок. И когда он продается в аукционе хорошо, это для всех хорошо. И единственный шаг, который отделяет, наверное, не знаю, скажу за галеристов, галериста от продажи своего художника, это неуверенность в том, что продастся ли он хорошо. Вот, наверное, когда этот этап пройден и он продается хорошо, то с аукционными домами все прекрасно сотрудничают, мне кажется. И это такой отдельный прекрасный мир. Я еще хочу сказать, что аукционный дом Кризис нас поддерживает в нашей деятельности. Это два из наших проектов, которые мы реализовали, были как раз у них в пространстве. Поэтому у нас с ними тесные отношения. Наши художники не появляются на этих аукционах, но они поддерживают нас и тоже показывают своей аудитории в Москве наших художников. Мы, в принципе, очень благодарны. Да, и как галеристы хотят выставить своего художника, чтобы он успешно продался, так и аукционные дома, у которых есть огромное количество сотрудников, которые называются эксперты. Это специальные люди, которые ходят и ищут этих художников. То есть это не просто они на рынке принимают работу на продажу. Там есть профессионально обученные люди, которые именно этими вещами занимаются. То есть у галеристов аукционных домов на самом деле очень много точек